Спасибо большое еще раз. Я бы хотела начать свою часть с вопроса. И вопрос у меня такой: для чего человек ищет? Вот мы сейчас так вот коротко, но мы в принципе можем это все выделить в две такие вот сферы, да, то есть познавая себя, человек приобретает освобождение от каких-то своих низменных или низших каких-то своих тел, и таким образом приобретает контакт и связь с высшими телами, да, с чем-то высшим внутри себя. То есть вот многие традиции и религии издревле как раз вот этому и учили, да, освобождению от иллюзий, освобождению от страданий, нахождению внутри себя в высшей какой-то части, раскрытие ее внутри себя. Вот я раскрываю, я уже как бы с ней сонастраиваюсь. И можно так вот, я когда об этом думала, то мне пришла в голову такая вот схема, да, что, допустим, вот это вот человек, она очень простая на самом деле, но она так достаточно, на мой взгляд, говорящая, да, и он в основном крутится вот в своих каких-то беспокойствах, своих иллюзиях, своих представлениях о самом себе, да, то есть он, ну вот дальше особо не видит. Но у нас есть еще понимание того, что вот есть, скажем так, это я так вот изображаю, великие учителя, какие-то примеры, на которые хочется равняться, и мы так вот ухватываемся за их руку, да, и стремимся подтянуться к ним. Да, то есть у нас идет такое движение, как бы сонастроиться с тем высшим, что мы можем увидеть в других религиях, в других традициях, в гуру, в учителях, в мастерах, да, и у нас есть такой вот, и за счет этого раскрыть это внутри себя, раскрыть это, приобщиться к этому высшему. Есть еще другой тоже способ, который тоже ведет к освобождению. Снова у нас этот человечек, который закрыт, замкнут сам на себе. И снова мы говорим о том, что есть то самое божественное, то самое высшее, к чему хочется стремиться. Но движение у нас идет следующее. Да? Опять же, я делюсь тем, как я это понимаю. Мы идем внутрь себя для того, чтобы раскрыть вот это внутри. Да? Вот вижу, Владимир поддерживает, значит, где-то мы на одном. Да? То есть мы можем себя подтягивать вверх и таким образом раскрывать свои высшие части, либо мы идем в свою глубину, в свое сердце, раскрывая высшие эти части внутри себя. Вот такие вот два способа освобождения самого себя. Освобождение от иллюзий, от страданий, от своего низшего «я», от того, что нас сковывает и запирает в том месте, где мы находимся. И человек исследует себя, он исследует окружающий мир, и на этом пути он приобретает познание и так называемую реализационную власть. Что такое познание? Да, это способность одно отделить от другого. Как у нас было в Библии, да, дерево познания добра и зла. Для чего-то это нужно было. Да, то есть человек на пути познания себя, познания высших аспектов, низших аспектов, он распознает. Очень важный процесс. Распознавая, я получаю знание. Я его внутри себя аккумулирую, я его несу, я его потом могу реализовать в той плоскости, на которой я нахожусь. То есть у нас получается один аспект – это познание, и второй аспект – это реализация. То есть я не просто познаю ради познания, а я уже могу то, что я понял, распознал как хорошее, плохое, доброе, злое, я уже это реализую. И с этим я приобретаю некую власть. Что это за власть? Что это за реализационная власть? Интересно вам? А? Очень хорошо, конечно. Саморегуляция, да, то есть это способность к самообладанию,
То есть я свой собственный хаос могу таким образом, могу с ним справиться, что это не рушит то пространство, в которое я включен. Да, и вот это пространство моей жизни, я могу там проявить власть свою или свою волю к творчеству. Потому что хотим мы или нет, но мы сюда, как вот, да, Владимир показал, мы сюда попадаем, мы не только себя познаем, но мы еще выстраиваем мир, мы влияем на отношения, мы влияем на среду, что-то реализуя какую-то свою работу, ведя свое какое-то творчество. И вот эти две вещи, в принципе, присутствуют у нас на нашем пути, на пути нашего становления. И вот здесь вот хочется сказать, что тогда, когда мы работаем вот в этих плоскостях, то мы можем, опять же, тоже путем познания разделить, распознать, да, что есть нечто приходящее, ну, например, там наше настроение, деньги приходят, уходят, да, настроение меняется, нечто приходящее, нечто изменяемое, да, изменяемое назовем, да, изменчивое, да, нечто, в том числе мы можем сказать, что даже несущественное, но наше эго может хотеть за это цепляться, оно может говорить, это важно, это нужно, надо доказать, это все вот справедливость, все это должно быть на своих местах. И тогда мы понимаем, что если мы раскрыли нечто приходящее, изменчивое, несущественное, значит где-то есть пространство вечного, и где-то есть пространство неизменного, где-то есть пространство существенного. И где же оно лежит, да? То есть и не знаю, если это вам не будет слишком много, но я хочу его нарисовать, как будто бы вот, да, это некие миры, которые уходят ввысь, которые находятся за пределами нашей формы образно, того, что мы считаем о себе, того, что нарисовал, да, Владимир в виде такого квадратика, да, где я заключена в какую-то форму, в условия своего тела, в условия своего характера, темперамента, ума. Да, и вот за пределами вот этого видимого, приходящего, изменчивого, несущественного находятся такие вот высшие принципы, законы, функции, силы, вещи, сложно познаваемые, но тогда, когда мы стремимся их познать, раскрыть их внутри себя, мы как будто бы начинаем ими жить, они начинают жить нами, да? Происходит такое единение, происходит, когда то самое вечное, существенное, важное начинает жить в нашей форме. Это очень красивый процесс, это и есть, в принципе, наверное, один из смыслов, да, задача нашего пути. Вот такая вот, назовем ее так, скрытая сущность мира. Скрытая сущность мира начинает жить в нас и через нас. Очень красиво. Да. И вот такие вот символы, которые вот Владимир тоже изобразил, да, они, и которые мы можем изучать через арканы, через символику, они вот, да, они где-то там, вот мы их пытаемся зацепить, воспринять, подняться туда душой, своим сознанием, своим восприятием и потом реализовать это в своей жизни. Когда мы проникаем все глубже и глубже вот в эти тайны этого мира, да, сознание наше растет. Мы вот, как бы образно говоря, вот так вот увеличиваемся. Ну, может, не прям так, но мы прям стремимся, да. Вот, допустим, вот художники, которые тоже изобразили свое понимание, да, они явно вышли за пределы того, кем они были. Ну, что ты из себя представляешь, когда ты там получаешь воспитание в школе, в университете, на улице, да, то есть это уже другие какие-то параметры, которые мы начинаем нести и реализовывать в своем творчестве.
Так вот, нам мало того, чтобы только познавать, нам важно это реализовывать. И почему? Потому что всегда на нас происходит давление внешних сил. И, ну, например, какая-то космическая погода, вот у нас тут затмение, вот у нас там, не знаю, что, дожди идут, да, вот этот внешний хаос, он постоянно давлеет и давит на нашу оболочку. Таким... Только это, и тортик в холодильнике тоже. Тортик, да, под наше тело знает, за что нас зацепить. И вот, как мы говорили, самообладание, действительно, это тот самый момент, который помогает нам не быть рабом этих сил, помогает нам выходить за пределы своей коробочки. И помогает нам творить в содружестве с теми высшими силами, которые мы можем воспринять тогда, когда, ну, да, раскрываем свой полет души некий. И сегодня мы тоже, я уже услышала от вас, от аудитории, что это мы делаем не только ради познания как такового, но и ради того, как высший наш аспект — это творение блага, да, творение некого участия в творении всеобщего блага. Да, то есть это именно, да, вот как тоже девушка сказала, вот та самая тонкая атмосфера гармонии и та самая тонкая атмосфера любви, которая создается вкладом каждого. И это и есть действительно творение всеобщего, да, то есть это когда я могу справиться со своими внутренними драконами таким образом, чтобы это не растворило, не пошатнуло текущую ситуацию. Уметь сделать ситуацию — это очень красиво. Уметь сделать ее, уметь как бы провести в своей жизни, не дать ей раствориться, не дать ей пошатнуться, да, за счет чего? За счет сердца, своего разума. Да, как мы хорошо идем, Боже, какая красота. Да, и вот так вот мы стоим на своих духовных ногах, мне очень нравится это выражение, мы так вот стоим на своих духовных ногах, и каждый своим способом познаем то высшее, которое нам открывается, и реализуем ее в жизни. Реализуем вот то высшее. Здравствуйте. Проходите, Виталий. Чуть-чуть я сегодня запутала людей, но ничего. Так, и так, когда мы в том числе можем пренебречь каким-то своим мелким благом, да, уступить место, дать человеку попить, да, то есть когда мы можем пренебречь своим мелким благом, то тогда в том числе это влияет на тот самый высший аспект, он еще сильнее реализуется внутри нас. И издревле существовали системы, о которых уже Владимир тоже сегодня коротко сказал, о том, системы, при помощи которых человек способен идти по своему пути, способен преодолевать то низшее, да, все вот эти наши включенные земные аспекты. Низшее — это не значит плохое. Низшее — это значит тоже часть нас, которая имеет свои потребности, которую надо знать, уважать, принимать во внимание и в любом случае уметь ею управлять, не просто вестись на поводу у нее. Да, И вот здесь я хочу нарисовать такую вот, тоже снова очень простую схему. Как видите, у меня тут моя философия проста. Значит, я хочу изобразить человека в виде двух линий. И вот есть у нас одна линия, это некое устремление вверх, это некое стремление познать то самое неведомое, о котором мы говорили, да? И линия горизонтальная — это стремление, это познание реализовать в горизонтальной, в нашей земной жизни. И вот в этих двух моментах важны несколько вещей. Первое — это
степень устремленности. Устремленности. Почему это важно? Потому что у нас есть этот закон гравитации, да, или как он еще называется, наша попа все время тянется ближе к дивану. Да, мы со временем становимся все более и более заземленными, все более и более закрепощенными в то, что нам диктует материя, что нам диктует горизонтальный мир. Поэтому вот эта вещь, которая нас будет все время как бы сподвигать, как ракету, двигаться дальше, несмотря на то, что уже там есть определенные вопросы со здоровьем, с, не знаю, там, может быть, с возрастом или с деньгами, всегда мы найдем какое-то объяснение, почему нам надо как бы притормозить, не сильно стремиться к тому, чтобы раскрывать внутри себя там божественную искру. Да кто вообще сказал, что она такая у нас есть? Да? Что это за философы? Откуда они знают? Может, ее и нет. Да? Вот. То есть и вот такая степень устремленности у нас есть, которая рождает внутри нас некую такую пружину и запускает наш вертикальный момент, наше движение, стремление вверх. И вот эта вот горизонтальная линия, которая просит нашего вдумчивое такое отношение к знаниям. Да, я это получила, я это узнала. Для чего? Отношение. Эта же линия просит у нас трудоспособности. В некоторых дисциплинах она называется, в некоторых традициях она называется дисциплиной, да, таким вот желанием некой, да, желанием, устремленностью реализовывать то, что ты познал вот на этом пути. И она же просит воли, волевого такого напряжения, да, чтобы не просто это осталось некой красивой теорией, но оно могло реализоваться и в нашей жизни. Так вот, система 22 принципов, она помогает человеку это реализовать внутри себя. И мы эту систему называем система арканов, арканологическая система, да, система великих арканов Таро. И Таро здесь еще раз, это не как способ для того, чтобы там понять, что там тебя ждет, а это как система познания себя, приобретения знаний о себе, о мире, о Боге, о природе и обязательная реализация этих знаний в жизни. Потому что иначе мы становимся просто теоретиками, и наша жизнь нифига не меняется, все остается так, как оно было. И в этой системе, если вы ее изучаете, уже наверняка вы встречали тот момент, что в ней можно найти отголоски всех религий. То есть мы все говорим практически об одном и том же, что есть единый, который разделился потом на полярности, и дальше пошло разделение. И вот в том числе древо Сефирот — это некая схема. Это каббалистический такой инструмент, который тоже можно сказать, что он включен в систему изучения арканов. Так вот, очень хороший, достаточно сложный, но достаточно понятный инструмент для того, чтобы описать, как происходила реализация Вселенной, как происходит реализация Творца. И вот эта система арканов, она, в принципе, здесь отражена в виде и путей, и в том числе самих этих сефир, вот этих центров энергетических. Каждый из этих энергетических центров и есть какой-то из этих арканов. И мы сегодня более подробно остановимся на 5-м. Вот так, при помощи такой картины мы его изображаем. И это момент, когда... И это момент, при помощи которого мы можем увидеть действительно состав,
души человека, да, из чего он состоит. И давайте мы на это посмотрим. Ну, во-первых, пятая карта. Да, пятерка это уже пятерка, это число, которое идет сразу после четверки. Как я вас удивила, да, сегодня. Что такое четверка? А? Очень логично, да. Потому что сложно, знаете, зайти в пятый принцип, в пятый аркан, как бы с улицы, образно говоря, да, потому что они все взаимосвязаны. Как мы видим, да, тут у нас есть единица рождает двойку, да, там, где один, там есть второй, вторая порождает тройку. Это очень красивый такой вот алхимический такой принцип арканологический. Да, и, соответственно, для того, чтобы немножко подробнее остановиться на пятерке, мы сначала смотрим в четверку. И четверку нам уже показал Владимир, сказав о том, что есть форма. Да, вот есть, вот даже если снова смотреть на это древо, мы можем увидеть, что тут есть миры. Да, вот есть мир материи, перед ним был мир форм, перед ним мир идей, и здесь мир сияний. То есть это то самое пространство, которое однородное, которое не имеет границ, оно везде, то есть бесконечное. Ну, все те эпитеты, которыми мы описываем абсолют, да, можно применить вот для описания этого мира. И как вы видите, здесь он изображен в виде троицы, треугольника. И, соответственно, это все самые высшие абсолютные аспекты Бога. Так вот, я что хотела сказать, что для того, чтобы, как описывал Владимир, я с ним соглашусь, для того, чтобы что-то, да, искра Божья опустилась вниз и попала сюда, в мир материи, ей нужно обрести форму, да, и она обретает, вот одна из ее форм, мы ее можем выразить в виде квадрата, в виде четверки. И для того, чтобы изобразить ее бессмертную природу, мы говорим, что есть некий пятый элемент, да, который и порождает эту форму. Некий пятый элемент, тот самый та самая божественная искра, та самая монада, тот самый аспект Бога, который, спускаясь, приобретает форму, приобретает тело. Да? И мы понимаем, что сам Дух, спускаясь в мир, да, в миры, в тонкие миры, дальше в плотный, да, он порождает форму как место своего проявления. Вам нравится такая идея? Да? Да, то есть можем сказать, что это пространство, вот это здание, это тоже дух, который избрал или реализовал себя в этом пространстве, организовав вот такую вот форму, да, вот определенным образом. То есть таким образом мы раскрываем в себе какие-то высшие части. То есть мы привыкли говорить о том, что все я вот это все реализовал, я это все создал. А сейчас на самом деле мы берем и немножко смещаем акцент. Мы понимаем, что есть нечто высшее, что ведет, что создает форму для того, чтобы себя проявить. Вот как смочь действительно запрыгнуть вот в такое понимание, в такое сознание, что не я здесь всем этим руковожу, что есть нечто высшее, что через мою форму проявляет себя. Как суметь отпустить вот эти вот иллюзии: я главный, я тут решаю, я зарабатываю деньги, я рожаю детей, я создаю мероприятия. Как смочь внутри себя раскрыть вот эту высшую часть, дать ей возможность спокойно протекать сквозь тебя и реализовывать творчество, потому что один из аспектов этого духа — это творческая воля.
Абсолют, когда захотел все сотворить, он проявил свою волю. Мы говорим, что вот форма, в каждой форме есть скрыто то самое ядро духа, которое хочет проявить свою творческую волю. То есть в каждом из нас есть то самое ядро, которое хочет проявить свою творческую волю. Но мы чаще, да, себя прилипаем или как бы ассоциируем больше с низменным я, низшим я. Сейчас мы чуть-чуть плотнее, ближе посмотрим на себя с нескольких сторон. Да? Вот так обозначим это мир духа. Дух, душа и материя. Еще раз хочу сказать, может, я не говорила, но очень хотела сказать. И хочу сказать, что вот эти знания, те схемы, которые мы делимся, да, это только часть, невозможно сразу, то есть это все намного сложнее. Да, это только один срез какой-то, при помощи которого мы сейчас хотим посмотреть вот на человека. Да, вот один такой срез, неполный, один. Да, вот есть у нас дух, душа, материя. И мы поняли, что у нас есть такая вот вечное ядро, да, индивидуальное ядро. Вот обозначим его здесь в виде такого ядра, которое живет, находится в мире духа. В мире духа. Вот этот высокий слой. У каждого из нас есть такой, представляете себе? Мне считаю, что уже можно лекцию закончить тем, что... А если мы осознали, что у нас это есть, и у нас есть связь с этим, то уже просто какая-то красота. И мы понимаем, что у нас есть еще некая такая, да, стремление соединиться, мы уже говорили об этом, и мы стремимся это сделать своим сознанием. Да, мы хотим как бы расширить свое сознание, осознать вот эту вот связь, осознать себя как творческое вот это вот индивидуальное ядро. Вот это индивидуальное ядро, мы еще можем сказать, бессмертная часть нас. Это некая индивидуальность, она всегда одна и та же, она вечная, вечно существующая. И вот она находится вечно слита с океаном божественным, да, с океаном, точно так же, как волна слита с самим океаном, да, то есть наше ядро, наша бессмертная вечная часть является как бы каплей этого океана, она с ней постоянно соединена. И вот когда она воплощается на Земле, она творит в себе такое вот ожерелье разных личностей. Да, вот для определенной задачи такая личность, для другой задачи, в другом воплощении мне нужна другая личность. Да, и у нее получается такое вот ожерелье различных воплощений. Да, зачем это делается, как вы думаете? Зачем этому ядру познавать себя в разных сознаниях, в разных личностях? Для приобретения опыта. Скучно ей это, да, и нужно опыта побольше, да? Ага. Познать себя как индивидуальность, познать себя как отдельный какой-то независимый опыт, и познав себя, знаете, вот это вот очень известная есть книга «Маленькая душа», да, Нила Дональда Уолша. Боже, она такая, она короткая, невероятно, но она такая глубокая, и как раз она говорит как раз об этом, да, я хочу познать себя прощающей, говорит маленькая душа в какой-то момент, да, и создает себе обстоятельства для того, чтобы прожить это прощение, да, вот, то есть это ядро, индивидуальное ядро всегда вечно одно и то же, да, хочет познать себя в каких-то временных формах. И тогда мы понимаем, что то, что мы есть сейчас, вот та самая форма, она временная. Снова мы через распознавание понимаем, есть наша вечная часть, вечная душа, как часть нас, ядро, да, и есть другая форма.
Теперь за что я буду цепляться? За то, что мне кто-то не уступил дорогу, потому что когда и меня подрезал, да, либо я, может быть, могу это отпустить, и мне легче будет уже именно жить вот в этой гармонии единства, гармонии как бы любви, гармонии добра. Вот. И то есть, получается, она выбирает себе цепь, такие вот ожерелья разных сознаний, для того, чтобы прожить свою, какую-то одну из своих частей. Для этого она подбирает, назовем так это сейчас, сознание, вот такой тут сложный достаточно такой вот момент, через которое мы можем как-то прожить ту часть творчества, творения, жизни, которую нам сейчас дано. Да? Вот я сейчас включена ровно вот в этот кусочек своей жизни. Да? Я его как сознанием перепроживаю, что-то воспринимаю, что-то понимаю, накапливаю, и так каждый из нас. То есть каждая ситуация, с которой мы встречаемся в своей жизни, она нам дана для того, чтобы познать истину через нее, познать что-то про себя, получить какой-то опыт, да, отнести его опять до дому, до хаты, да, определенно как-то что-то внутри себя перепрожить, понять. И вот, то есть сознание — это та часть человека, которая непосредственно проживает какую-то часть, какой-то опыт, да, собирает то все восприятие, которое сейчас может нам предложить жизнь. И мы можем сказать, что это орган нашего духа, возьмем и прям вот так тоже красным, при помощи которого, да, орган, не знаю, как тут это все изобразить, да, то есть дух стекает сюда, и с помощью вот этого сознания, нарисуем здесь сердечко, это как такой вот портал восприятия того, во что я включена. И мы душой это ощущаем. Мы душой ощущаем предательство, мы душой ощущаем любовь, мы вот этим живем, мы такие как ребра, да, так вот дышим вот этим всем. И есть еще один аспект, который тоже я бы хотела бы здесь обозначить, это творческую волю, которую в том числе посылает нам вот эта наша высшая часть для того, чтобы что-то реализовать. Творческая мысль, опять же, она... То есть мы все индивидуальны, мы все разные. И поэтому творческая мысль, творческая вот эта наша индивидуальность, она, да, вот как Владимир сказал, творческая мысль этого места запустила такой вот импульс, и вот оно реализовалось, или там в виде картины. В вашей жизни точно так же ваше индивидуальное ядро запускает какую-то творческую мысль, которая запускает внутри вас процесс реализации какого-то проекта, какой-то идеи. Вот к этому тоже можно прислушаться. И здесь мы можем сказать, что как раз и появляется такой вот творческая мысль, это как проявление принципа познающего разума. Да, то есть разум для того, чтобы себя познать, вот как сейчас я, читающие лекции, да, то есть он создает во мне творческий импульс. То есть, воспринимая, я познаю это своим сердцем, а создавая творчество, я создаю своим разумом. И вот мы сейчас снова можем вернуться к нашей картине, о которой нам уже рассказывал сегодня Владимир, да, что
Если божественное ядро, вот оно у нас сидит на троне высоко, да, где-то в верхних мирах, оно создает себе два инструмента, две функции, каким образом познавать себя в тех материях, которые ниже, да, проявлены в мире, да, при помощи сердца и при помощи разума. Разум как способ реализовать что-то, реализовать какой-то творческий процесс. И вот здесь вот нарисуем мы эго, то есть это тот пласт, куда мы сюда включены, да, на мой взгляд, это попробовать себя отцепить хотя бы хоть как-то частично от этого момента и смочь как бы начать настраиваться своей высшей индивидуальностью. А помните этот фильм «Пятый элемент»? А, не зря же, да, опять же, пятый элемент. Почему пятый? Никто в фильме, может быть, не объяснил, но зато символически они нам рассказали, что это важно, что это красиво, это круто, там очень много силы. Значит, мы тоже здесь понимаем, что тут тоже очень много силы, да, много истины. Помните, мы в самом начале вот моей части говорили о том, что есть несущественное, неважное, незначительное, которое вот здесь вот мы получаем как некое условие для нашей реализации, а есть существенное, важное, значительное, с которым у нас нет контакта. Да, насколько вот контакт с этим помогает мне выстраивать свою жизнь так, чтобы это было в соответствии с планом вот этой части. Потому что есть еще один момент, который я хотела бы с вами поделиться, это нарисуем теперь человека в виде такого ромба. И добавим сюда уже известные нам элементы. Это разум, то есть те самые инструменты, при помощи которых человек себя реализует здесь на Земле. Это чувство, так, буква Ч, чувство. Кто знает, что у нас еще будет? Что-что? Эмоции у нас относятся к чувствам, креативность, творчество, оно уже вытекает как следствие работы вот этого всего организма человека. Здесь у нас будет лежать воля, стоять, лежать, да, воля проявлять, воля сотворять, воля творить эту реальность, приложение усилий, магический элемент. Да, если разум — это у нас каббалистический элемент, чувство — это мистический элемент, да, сердечко нарисуем, восприятие. Помните, душа, да, она живет этим планом. Воля — это я могу вот эту плоскость реализовать в жизни, и за счет реализации я приобретаю веру. И вера — это как связь, вот она, как связь с Высшим, как связь с высшими мирами, как понимание своей природы, кто я вообще, какой я национальности, чудо, какова моя природа. Да, и в этом наша вера крепнет, в какой-то момент она просто является, ну не назову абсолютной и полной, но тогда, когда человек приходит вот к процессу раскрытия внутри себя вот той самой божественности, в некоторых традициях это называется просветлением, в других называется пробуждением. Мы же можем сказать, это раскрытие внутри себя своей природы, своего индивидуального ядра, своей божественной искры. Так вот, вот эти вот 4 аспекта есть в каждом человеке. Один из этих аспектов будет сильнее проявлен. Сегодня Сатья будет об этом говорить более подробно. Да, что за аспект, как можно понять, какой аспект во мне проявлен. Да? Но еще я что хочу сказать о том, что все во Вселенной, в мире, оно, как мне это передать, то есть оно все присутствует в том или ином размере. Да? Если это есть во мне на индивидуальном уровне, это же есть во Вселенной на таком тотальном уровне. И те же самые аспекты мы, как люди,
вот философы, да, они предполагают, считают по закону аналогии, что эти же аспекты заключены в самом Творце, в самом Абсолюте. Да? Абсолютная разумность, абсолютная любовь, абсолютная воля, абсолютная вера. Да? Это 4 тех самых важнейших лика Абсолюта, через который он захотел создать творение, он захотел себя проявить. По образу и подобию. По образу и подобию, в соответствии с тем, как оно там. Да? И мы понимаем, что раз мы по образу и подобию, значит, внутри нас есть эти же аспекты, поэтому очень важно посмотреть внутрь себя и понять, а какой аспект во мне более ярко проявлен. Это мой разум, например, я там читаю книги, у меня там иду каким-то философским путем, или я мистик, потому что я воспринимаю истину через медитацию, через мантры, через красивые картины, да, я такой вот, либо я человек воли, тот, который реализует, который создает продукты, какие-то части, да. И вот мне хочется сказать, раскрыть вам великую красивую тайну, которую недавно я тоже раскрыла, она мне очень нравится, что вот это наше ядро, оно, обладая этими же аспектами и никогда не полностью не воплощается на Земле, оно воплощает, то есть 5-я вот эта вот часть, она всегда остается в мире духа и воплощает 4 свои аспекта. То есть и каждый из нас является представителем одного из этих аспектов. И таким образом мы понимаем, что если я, допустим, мистик, то где-то у меня есть еще 3 брата или сестры, которые являются 3 аспектами вот этого вечного ядра. Идея такая, что вот это вечное неизменное ядро, оно хочет познать себя, и оно познает себя в 4 разных аспектах, как мистика, как каббалиста, как разум, как воля, да, такой человек реализации, как человек веры. Вот. И вы можете, определив, к какому аспекту вы относитесь, да, кто вы больше, к чего в вас развито больше, то вы можете предположить, что есть еще ваши братья кровные, да, по ядру где-то. И если, допустим, у вас нет контакта с ним, и, скорее всего, его и не будет, то вы можете из своего окружения, либо из той рабочей группы, в которой вы вместе двигаетесь по пути, да, найти людей, которые обладают этими аспектами. Почему это важно? Потому что вот здесь постоянно происходит перетекание энергии. То есть для меня, как для мистика, важно то, что там может мне дать каббалист, да, или что мне может, какую энергию, какое вдохновение я могу получить от соприкосновения с человеком, ну, такой вот реализации, такой вот, да, огня, да, либо с человеком веры, да, мы идем вот в храм, в церковь, да, может быть, не обязательно в храм, в церковь, да, но у нас есть такие люди, которые вот в них вера видна, ощущаема, и через это мы тоже можем что-то получить. То есть мы так вот берем и наполняемся, собираем это внутри себя, наполняем, да. И есть такой интересный случай, я его не проверяла, захотите, можете проверить. Есть такой пример в истории, философ Бёме. Так вот, легенда говорит о том, что когда-то он был простым сапожником, и что он сидел, вот Владимир говорит, да, он сидел простым сапожником, делал туфли людям. И в какой-то момент, когда луч солнца упал на какой-то кувшин, который стоял рядом с ним, и вот этот блик от этого кувшина что-то пробудил такое в этом человеке, что он в тот момент осознал, как сотворена Вселенная, он осознал Бога.
И он стал писать глубочайшие философские тексты. Да, то есть мы предполагаем, что возможно, что 3 аспекта его монады, его ядра, они уже были настолько полны энергии, что они смогли как бы его наполнить, дать ему такой вот духовный импульс, за счет которого он проснулся. Потому что считается так, что тогда, когда мы наполнили себя во всех наших аспектах и наши отдельные части, да, которые реализованы, воплощены в других людях, они тоже наполнили свой багаж, то тогда вот эта 5-я часть может нас собрать обратно. Это и называется как бы возвращение в Царствие Небесное, возвращение домой. И, соответственно, если одна из частей как бы ленится, ничего не делает, то это задерживает как бы развитие всей 4. Короче, найдите своих вдохновителей.